Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусную, в то же время и простую творожную паску. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Для приготовления такой пасхи я беру обычный творог, не подойдет зерненый или такой кремообразный, мягкий, обычный творог в брикетах, по весу его 500 грамм. Жирность творога у меня 10%, можно брать 9 и выше, но совсем такой обезжиренный не берите. Чем больше жирность творога, тем вкуснее паска. Если у вас есть под рукой блендер, тогда все это нужно измельчить будет погружным блендером. Если блендера нету, тогда на этом этапе нужно будет творог 1 или 2 раза протереть через сито. Творог будет очень мягкий, нежный, воздушный. Я все это буду пробивать блендером, поэтому сейчас буду добавлять все оставшиеся продукты, а потом один раз просто все перебью. Мне понадобится цедра половины апельсина, можно брать лимон, но мне с апельсином нравится намного больше. Цедру апельсина берем только вот эту оранжевую часть, не берем белую, потому что она будет горчить. И все это я натираю на мелкой колючей терке. Цедру апельсина натерла, и теперь добавляю все к творогу. Белки отделяем от желтков, и желтки добавляем сюда, а белки можно использовать в приготовлении другого блюда. Добавляю 100 грамм сахара. Обязательно для аромата добавляем ванилин, пару щепоток. А если используете ванильный сахар, то можно добавить 1 чайную ложку без горочки. Приправу куркуму я добавляю 1 щепотку или на кончике ножа. Она придаст более насыщенный желтый цвет нашей паски. 100 грамм сливочного масла, можно его подтопить в микроволновке или оставить при комнатной температуре полежать. И масло тоже добавляю сюда же. 100 грамм сметаны. Сметану я брала 25% жирности, а жирность берите от 20% и выше. И теперь все хорошенечко я перебиваю погружным блендером. Доводим до такой однородной массы, чтобы не было никаких комочков, зернышек творога. Получилась у нас такая пастообразная масса. Еще раз все перемешиваю. В твороге видны вкрапления цедры и апельсина. Далее беру кастрюлю, в которой я все это буду прогревать, перекладываю всю эту массу в кастрюлю. Прогреваю на огне, масса становится более жидкая, это нормально. Кастрюлю я поставила на самую большую конфорку и огонь сделала маленький. И на маленьком огне все это будем прогревать минут 5-7, постоянно помешивая. Чтобы масса не прихватилась к кастрюле, массу провариваем до появления первых пузыречков и сразу же будем выключать и снимать кастрюлю с плиты. Варю 2-3 минуты, посмотрите, какая масса стала более жидкая. Вот как только пошли первые пузырьки, сразу же все это выключаем, кастрюлю убираем. И творожной массе нужно дать остыть до комнатной температуры. Сейчас на балконе холодно, поэтому я уношу туда кастрюлю, все очень быстро остынет. Сухофрукты можно использовать абсолютно любые, лучше всего сюда подойдет курага. У меня изюм, я ее промыла 90 грамм изюма, немного его обсушила и буду его добавлять в остывшую массу. Можно использовать абсолютно любые сухофрукты, главное заранее удалить все косточки. Изюм кипятком я не заливала, просто его хорошенечко промыла и дала стечь всей лишней влаги. У меня вот такая пластиковая пасочница, и она рассчитана объемом на 900 мл. Еще возьму сито и тарелку, которую поставлю под низ. У меня получается вот такая конструкция. Обязательно берите либо сито, либо дуршлаг, но снизу вся лишняя влага должна стекать. Далее отмеряем марлю нужного нам размера. Я марлю сложила в двойной слой. Марлевый отрез продается в аптеке. Главное, берите не стерильный, чтобы он не пах лекарствами. И вот этот необработанный край обязательно подальше убираем от продуктов, чтобы все эти мелкие нитки не попали в творог. Теперь двойным слоем марли я застилаю хорошенечко все внутри пасочницы. Лишние складки марли лучше всего заправлять на угол. Вот так все это выглядит. Пасочницу с марлей я ставлю на сито. Творожная масса уже остыла до комнатной температуры. Теперь я могу сюда уже добавить изюм. Все перемешиваю и выливаю. Это количество продуктов подсчитано ровно на 900 мл пасочницы. Закрываю края марли. Вся лишняя влага уже начала стекать в тарелку. Сверху нужно положить доску, либо тарелку. Будет такой гнет. У меня в роли гнета выступает обычная тарелка. А на тарелку сверху нужно поставить пол-литровую банку, с водой, например. Это будет нашим грузом, его достаточно. Всю эту конструкцию я уберу на ночь в холодильник, вечером приготовила, а утром уже будет все готово. На утро достаем, все отлично освобождается от пасочницы, ничего не прилипло. Марлю снимаем аккуратным движением руки, чтобы ничего здесь не повредить. Края подравниваю ножом. Вот такая вот она получилась. Украшаем, как вам захочется.
У меня уже готовое украшение для торта, такой как золотистый сахар. Можно на водяной бане разогреть немного шоколада и украсить все сверху. Творожная паска получилась очень вкусная. Сахара здесь достаточно, но если вы сладкоежка, добавьте еще плюс 20 грамм. Паска получается не сухая и не влажная. Обязательно сохраняйте себе рецепт, приготовьте. Всех с наступающим праздником Пасхи. Мира, добра. Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки под видео в описании. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи и пока-пока!